Удар НАТО по военной технике Украины, резонансный инцидент, известнейшее оружие уничтожено силами союзников Киева, скандал, как такое произошло. Путина срочно просят о помощи, обращения о вводе войск. Приговор Николаю Азарову, обвинение в государственной измене на сколько лет экс-премьера времен Януковича отправят за решетку. На себя деньги есть, на военных нет. Украинские депутаты увеличили себе зарплату на $3000. Россия заявляет об успехах в переговорах. Запад призывает готовиться к неутешительному варианту в вопросе окончания войны. Что не так? Страна на грани введения чрезвычайного положения. Венгрия критикует Брюссель из-за европейской коррупции, а ученые заявляют о том, что у людей разлагается мозг от ТикТока. Об этом и не только, досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Нужна ваша поддержка, друзья, прямо сейчас. Пожалуйста, нажмите лайк, поделитесь этим видео на своих страницах в соцсетях, а я начинаю. В Киеве громкий приговор. Бывшего премьера и его команду признали предателями. Суд бьет по Николаю Азарову. Теперь он заочно приговорен к 15 годам тюрьмы, а его ближайшую помощницу, пиарщицу и администратора телеграм-канала приговорили к 10. Обоих признали виновными в государственной измене, работе на интересы России и распространении пропаганды, которая оправдывала вторжение РФ и подрывала украинскую безопасность, говорится в заявлении Киевской городской прокуратуры. Следователи заявляют, что политик, уехавший из Украины более 10 лет назад, годами использовал свой телеграм и YouTube-каналы, далее цитата, для заявления антиукраинского характера, а также распространения материалов с публичными призывами к насильственному изменению конституционного строя Украины и призывами к изменению госграницы Украины. Украинские следователи упоминают в официальном сообщении события в Буче, которые, по данным правоохранителей, Азаров называл показухой и заявлял, что украинцы сами спровоцировали резню в Буче. Русский язык больше не нуждается в особой защите в Украине. Верховная Рада приняла закон, обновив официальный перевод Европейской хартии региональных или миноритарных языков. Русский язык теперь исключен из списка тех, которым в Украине применяются защитные меры. За решение проголосовали 264 депутата. Нардеп Владимир Ветрович отметил, что парламент утвердил корректный перевод хартии и убрал из закона русские и несуществующие молдавские языки. В то же время в списке тех языков, которые нуждаются в защите, остается белорусский, болгарский, гагаузский, иврит и другие. В то же время действие хартии сохранено для всех других языков, на которые она распространялась ранее, и расширена на урумский, румейский, ромский, чешский, крымчатский, караимский языки и идиш. Всех поздравляю и благодарю всех, кто приближал этот день. Скандальный бюджет Украины. Депутаты повысили себе зарплаты на $3000, а для военных денег не нашлось. Теперь каждому нардепу ежемесячно будут выделять по 200 тысяч гривен на работу с избирателями, содержание приемных и другие служебные нужды. Об этом массово пишут украинские СМИ. При этом в проекте бюджета 2026 года не нашлось денег на повышение зарплат военным. На это сразу указали некоторые депутаты и представители ВСУ. Например, депутат Гончаренко заявил, что парламент умудрился заложить средства на депутатские расходы, но не увидел необходимость поднять выплаты людям, которые держат фронт. Военные тоже резко отреагировали, назвав такую политику ударом по мотивации армии и пренебрежением к военным. Известная своими резкими постами и критикой, нардеп Безуглая при этом уточняет, что проголосовала за повышение зарплат, потому что считает, что так депутаты будут меньше брать денег в конвертах. Повышение официального денежного обеспечения как способ уменьшить риск коррумпированности коллег – это откровенный шаг в сторону к цивилизованному пониманию того, кто такой государственный деятель и сколько он должен получать за свою работу, а не популистские лозунги об отказе от официальной зарплаты и черном кэше за лоббистские поправки к законам и другое. При этом вопросы с возмущением о том, почему военным в тылу не повысили зарплаты, назвала популистскими, заявив, что для этого нужны большие суммы, во-первых, а во-вторых, в стране до сих пор не проведен аудит, кто воюет, а кто нет, а штабы остаются раздутыми, считает Безуглая. Трамп и Зеленский в курсе того, что происходило во время 5-часовой встречи Уиткофа и Кушнера с Путиным в Кремле. Вашингтон и Киев уже полностью осведомлены. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на представителя американской администрации. Путин уверен в военном успехе и поэтому отказывается идти на уступки и от компромиссов. Европейцы, которые не оказались за столом переговоров, заявляют, что Москва демонстрирует полную неуступчивость. Обо всем этом пишет Вашингтон-Пост. В то же время в Кремле накануне заявили, что на ход переговоров повлияла ситуация на поле боя. На ходе характера переговоров
конечно, сказались успехи последних недель российской армии этих событий. То есть наши русские и российские солдаты своими главными подвигами способствовали тому, что оценки пути достижения со стороны зарубежных партнеров стали более адекватными. Западные издания и аналитики трактуют эти заявления помощника Путина так. Давайте послушаем. Эти слова повторяют постоянное утверждение Путина. Любое соглашение должно основываться на реалиях на земле. И он не готов идти на уступки, поскольку считает, что его армия способна добиться военной победы. До перемирия еще очень далеко, накануне заявили в Госдепе США, но при этом добавили, сейчас главный камень преткновения – это территориальный вопрос. В частности, Москва по-прежнему настаивает на выводе ВСУ из Донецкой области, Украина же отвергает передачу территорий, которые не подконтрольны РФ. А вот издание Bloomberg при этом вышло с заголовком «Путин ведет долгую игру с Трампом по Украине. Российский президент, возможно, доволен медленным прогрессом в попытках завершить войну». Далее также цитата: «Пока его войска продолжают понемногу продвигаться на поле боя, Москва фактически добилась исключения европейских союзников Киева из переговорного процесса». Конец цитаты. Этот мирный план продвигается исключительно из Вашингтона и Москвы. Именно так, как Путин всегда и хотел. Ушаков отметил, что вчерашние обсуждения также касались огромных перспектив будущего экономического сотрудничества между двумя странами. Президент Украины Владимир Зеленский с трудом сохраняет рычаги влияния на судьбу своей страны, которая является жертвой в этой войне. Зеленский же накануне заявил, переговоры продолжаются, Украина стоит на своем. На Банковой назвали две комбинации, которые способны привести к миру. Это конструктивная дипломатия и давление на Россию. В то же время накануне Киев заявил, 5 стран НАТО выделили $1 миллиард на покупку оружия для Украины в рамках программы Pearl. Это программа, при которой страны-участницы предоставляют средства, а оружие и боеприпасы производят в США. В МИД Украины говорят, теперь важно продолжить переговоры. То, что сообщили представители американской делегации. По их оценке, переговоры в Москве были положительными для мирного процесса. Это их оценка. И они пригласили украинскую делегацию продолжить наше обсуждение в Америке в ближайшее время. Однако неожиданный удар в спину Киева наносит Италия. Bloomberg пишет, Италия жмет на тормоза в программе НАТО по закупке американского оружия для Украины. В МИД Италии считают, что это не имеет смысла, пока идут переговоры, потому что если настанет мир, то оружие не понадобится. Заявление сделал Антонио Таяни. Эти заявления – самый ясный сигнал того, что правительство Джорджа Мелони изменило стратегию в отношении Украины после исчерпания средств и внутренних разногласий в правящей коалиции. Хоть власти и настаивают, что продолжат поддерживать Киев, Италия стала первой страной в Европе, которая прямо указала, что Украине не следует поставлять дополнительное оружие в период переговоров о прекращении огня. Негативные оценки происходящему дают в Хельсинки. Президент Финляндии внезапно обратился к народу и заявил, что следует подготовиться к тому, что условия справедливого мира в Украине не будут выполнены. Однако Европа сейчас работает над тем, чтобы в мирном процессе были сохранены суверенитет и территориальная целостность Украины. Реальность такова, что мир может быть хорошим, плохим или каким-то компромиссным. Реальность также в том, что мы, финны, должны быть готовы к моменту, когда мир наступит, и многие условия справедливого мира, о которых мы говорили последние 4 года, вероятнее всего, не будут выполнены. Также финны уже заявили, что не готовы предоставлять гарантии безопасности Украине, так как это большая ответственность. Но Финляндия при этом готовится принять участие в организации «Мир по обеспечению безопасности в Украине». Удар НАТО по военной технике Украины, взрыв в Черном море, атака ВМС, Румыния, член Альянса, бьет точно в цель. В акватории произошел резонансный инцидент. Румынские военные подорвали украинский дрон, которым пользуется СБУ, Sea Baby, и который дрейфовал в сторону Констанцы. Операция прошла по всем протоколам, но факт остается неудобным. Техника Украины была ликвидирована союзниками, без претензий. В Минобороны Румынии заявляют, что с начала войны военно-морские силы страны постоянно контролируют и патрулируют морскую и речную зоны ответственности как собственными кораблями и авиацией, так и в сотрудничестве с другими видами войск армии Румынии и государствами НАТО. После анализа дрейфующего объекта военные установили, что это был надводный беспилотный аппарат, морской дрон, типа Sea Baby. Группа получила разрешение на нейтрализацию обнаруженного объекта в соответствии с действующими оперативными процедурами, и около 13 часов морской дрон был уничтожен контролируемым подрывом. В СБУ уже заявили, что не теряли ни одного морского беспилотника при выполнении боевых задач, и ни один из их аппаратов не нарушал границу Румынии. Также в СБУ заявляют, что операции проводятся в определенных районах и направлены исключительно на поражение законных целей РФ. Это цитата.
В то же время в НАТО заявляют о другой потере, уже их личной, жуткой потере F-16 ВВС США. В Пентагоне уверяют, она не боевая. В Калифорнии рухнул новейший истребитель. Причины пока не названы, ведется расследование. Однако заявляется, что это был тренировочный полет 3 декабря. Пилот успел катапультироваться и выжил. На месте падения работают спецслужбы. Россия готовит голубей-киборгов. Об этом совершенно серьезно в комментарии абзацу заявил депутат Госдумы и член Комитета по обороне Колесник. По его словам, технологически модифицированные голуби могут пополнить ряды армии РФ и выполнять боевые задачи. Если все это будет доведено до совершенства, то, конечно, таких голубей можно использовать на фронте. Дельфинов же используют многие государства, в том числе и мы. Все, что для наших бойцов полезно, хорошо. Тактика использования будет разрабатываться, когда протестируются их характеристики. Это и разведка, и передача сообщений, абсолютно все. У нас еще такое разрабатывается, что может очень удивить противников. Ее отпустили, но дело не закрыто. Мошенническая схема и коррупционный скандал обсуждается и в Европе. Экс-главу европейской дипломатии Могерини отпустили после допроса. Вместе с ней вышли и ранее задержанные высокопоставленный сотрудник колледжа Европы и высокопоставленный сотрудник Европейской комиссии. По данным Европейской прокуратуры, обвинения касаются мошенничества и коррупции при закупках, конфликта интересов и нарушения профессиональной тайны. Главный дипломат ЕС Кая Каллас назвала события в ЕС, далее цитата, глубоко шокирующими. Об этом говорится в письме, которое было направлено Каллас коллегам. Во внутреннем письме, направленном в среду сотрудникам Европейской службы внешних связей и оказавшимся в распоряжении политика, говорится, что события, о которых идет речь, произошли в период предыдущих мандатов внешнеполитической службы блока. Также Политико пишет, что расследование угрожает перерасти в кризис всего Евросоюза и уже бьет по Урсуле фон дер Ляйен. Ее критики требуют нового вотума недоверия, хотя формально комиссия может и не быть связана с предполагаемыми нарушениями. В Европе говорят прямо, если обвинения подтвердятся, это будет крупнейший скандал за последние 25 лет. Активно комментирует скандал и Венгрия, там связали события в Брюсселе с недавним коррупционным скандалом в Киеве. Здесь также происходит огромная коррупция. Огромный коррупционный скандал в Киеве, огромный коррупционный скандал в Брюсселе. И, очевидно, в Брюсселе не очень хотят слишком фокусироваться на украинской коррупционной сети. Литва поднимает армию из-за контрабандных шаров из Беларуси. Вильнюс заявляет, что ситуация накаляется до предела, и поэтому Литва готова идти на беспрецедентный шаг. Военных бросают на борьбу с контрабандой, которая прилетает прямо по воздуху. В страну массово залетают метеозонды и дроны с грузами, как заявляется литовской стороной, из Беларуси, и их стало столько, что полиция уже не справляется. Военные прямо говорят, ситуация выходит из-под контроля, Литва тестирует способы сбивать эти летающие контрабандные зонды. На фоне этого хаоса министр внутренних дел Владислав Кондратович делает резкое заявление. Страна готова объявить чрезвычайное положение. Если поток шаров не остановится, ЧС станет реальностью. Вильнюс называет происходящее гибридной атакой Беларуси и при этом требует от Брюсселя жесткого ответа. Персональные санкции для тех, кто не принимает мер, чтобы остановить запуск метеозондов. Если ситуация не изменится, то мы, оценивая вопросы общественной безопасности и пограничной ситуации, также будем планировать консультации с руководителем Национального центра управления кризисами, чтобы понять, есть ли возможность или необходимость объявлять чрезвычайную ситуацию. У Путина просят помощи. Президент Таджикистана Рахмон просит Россию ввести войска. Речь о переговорах с Кремлем о возможном развертывании российских военных на таджико-афганской границе. Об этом в комментарии Рейтер сообщили 3 достоверных источника в Душанбе. На прошлой неделе, говорится в материале, вблизи таджикской границы погибли 5 граждан Китая из-за обстрелов со стороны Афганистана. Один из источников, работающий в Совете безопасности Таджикистана, сообщил Рейтер, что Рахмон и Путин, в частности, говорили о патрулировании границы с силами военных РФ, которые базируются в Таджикистане недалеко от Душанбе. Решение по переброске войск будет принято уже на этой неделе. 2 других источника из Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана подтвердили переговоры с Россией, которые в случае успешного завершения позволят использовать российские вертолеты для патрулирования границы с Афганистаном протяженностью более 1300 километров, проходящей через горную местность. Министерства обороны Таджикистана и России отказались комментировать переговоры. Таджикистан уже отреагировал на информацию, просочившуюся в прессу, подтверждать не стали, напротив, заявили, что публикация вводит в заблуждение международную аудиторию, так как не соответствует реалиям. Республика Таджикистан на постоянной основе принимает комплекс необходимых мер, направленных на надежное укрепление государственной границы.
Ситуация на государственной границе остается стабильной и находится под полным контролем компетентных органов Республики Таджикистан. Рилсы, шортсы и другие короткие видео провоцируют разложение мозга. Чем больше пользователь смотрит такой контент, тем сильнее вредит своему здоровью, заявили ученые из Американской психологической ассоциации. По данным экспертов, молодежь проводит в интернете в среднем 6,5 часов. При этом многие люди отдают предпочтение именно короткому контенту, листая одно видео за другим. Это привыкание негативно влияет на мозг человека и может привести к социальной изоляции, снижению удовлетворенности жизнью, а также самооценки и восприятия собственного тела. И это еще не все. Психологи предупреждают, если пользователь буквально подсел на короткие видео, могут возникнуть проблемы со сном, увеличится тревожность и чувство одиночества. Иными словами, чрезмерное потребление низкокачественного цифрового контента заметно влияет на работу мозга. Чем больше вы смотрите короткие видео на TikTok и других платформах, тем сильнее сокращается ваша концентрация внимания, что сказывается и на психическом здоровье, и на критическом мышлении. Всем спасибо за просмотр, друзья, хорошего дня. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.